Дорога смерти для оккупантов. Гражданское судно подорвалось в Черном море, а в центральной Нигерии произошла жестокая трагедия. Обо всем этом не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Оккупанты продвинулись в Запорожской области и отбили позиции, которые ВСУ заняли во время контрнаступления. Институт изучения войны не считает, что возвращение этих позиций российскими войсками особенно важно. Рождественская резня в центральной Нигерии. 160 человек погибло, сотни раненых. Более 300 человек получили ранения. Уничтожить искусственный интеллект. The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft. OpenAI и Microsoft обвиняются в попытке нажиться на огромных инвестициях The New York Times в журналистику. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. На Купянском направлении ВСУ отбили 9 атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области. Однако оккупанты продвинулись в западную часть Запорожской области и отбили позиции, которые ВСУ заняли во время контрнаступления летом. По оценке ICV, взятие Украины этих позиций в августе было тактически значимым, поскольку ВСУ могло начать действовать в обход самых плотных минных полей. При этом аналитики не считают, что захват этих позиций особенно важен в настоящее время. Кадры с геопривязкой, опубликованные 14 и 27 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Вербового, 9 километров к востоку от Работина. Институт изучения войны не считает, что возвращение этих позиций российскими войсками особенно важно или имеет большое значение в настоящее время. Независимые аналитики также сообщают, что под Новомихайловкой образовалась дорога смерти, усеянная подбитой российской техникой. Оккупанты пытаются проводить активные наступательные действия на этом направлении фронта. После того, как Россия захватила руины Марьинки, у нее открылась возможность для того, чтобы пытаться идти дальше. И вот одно из таких направлений – это дорога на Новомихайловку, по которой Россия сейчас активно пытается наступать. Собственно, там уже потеряла какое-то количество техник. Там у нас есть такая дорога, с нее есть кадры, что это, немного дорога смерти. Хотя понятно, что в этой войне любую дорогу, которая активно простреливается оппонирующей стороной на данном конкретном участке фронта, называют дорогой смерти. Но здесь мы видим кадры, на которых идентифицирована уже различная потерянная российская техника. Там есть и танки, там есть и БМП. В общем, речь уже идет о десятках единиц, но, в общем, Россия продолжает свое наступление. Рождественская резня в центральной Нигерии. По меньшей мере 160 человек погибло, сотни раненых. По словам официальных лиц, нападали военные банды. Они орудовали мачете и огнестрелом, поджигали дома и автомобили. Убийства произошли в штате Плато, регионе, который уже несколько лет страдает от религиозной напряженности. Более 300 человек получили ранения, свыше 3000 приняли решение покинуть свои дома, так как опасаются новых нападений. Джихадистский конфликт между мусульманскими районами и христианским центром существует с 2009 года. Его называют конфликт кочевников и земледельцев. Рост населения и изменение климата усилили конкуренцию за ресурсы между фермерами и скотоводами. И хотя новый президент Нигерии, избранный при весьма спорных условиях, обещал решить проблему, нападения до сих пор продолжаются. Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на российской мине в Черном море. Сообщается, что «Балкер» направлялся под загрузку в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. В избежание затопления капитан зафиксировал «Балкер» на мели. Одному раненому моряку помощь оказали на месте, другого доставили в ближайшую больницу. Это уже не первый случай, когда гражданские суда подрываются на минах россиян в Черном море. Штормовая погода часто усугубляет минную опасность, поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным. Оккупационные власти пытались скрыть число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС. Официально было заявлено о гибели 59 человек, но только в городе Олежки, который оказался одним из наиболее пострадавших, могли погибнуть в 6 раз больше, до 300 человек. Медицинские работники и другие люди, находившиеся в Олежках, рассказали Associated Press, что российские власти скрыли истинное число погибших, взяв под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно вывозя тела, не заявленные семьей, и не позволяя местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с жертвами.
По словам очевидцев, после потопа в Олежках оккупационные власти пропали на 3 дня, с 6 по 9 июня. В это время жители города пытались спасать друг друга, поскольку некоторые не успели покинуть свои дома, а по затопленным улицам плавали раздутые тела. Волонтеры, которые пытались помочь местным жителям, подчеркивают, оккупанты не помогали тем, у кого не было российского паспорта. Так как нас не впускают с первого дня нигде, то есть волонтеров не пускали в Олежки с первого дня. Нам препятствовали, там, и с этими лодками проблемы были постоянно, лодки не запускали, людей не запускали. Удавалось передать какое-то количество гуманитарки через... то есть это нужно приехать, оставить на блокпосте, и там они как-то довезут уже дальше. Этот гуманитарный груз рассеивается, то есть доходит не все. Подтвержденный случай, что этот груз не выдавали без русского паспорта. То есть если у человека нет русского паспорта, ему не давали. И не давали медикаменты, то есть таблетки, которые, допустим, от давления. Медикаменты не давали, если нет паспорта русского. США предлагают G7 рассмотреть пути конфискации $300 миллиардов активов РФ. Союзники Украины спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Как пишет FT, этот вопрос вызывает горячие дискуссии в европейских столицах. Один из способов, как это изъятие легализовать, это признать ряд европейских стран пострадавшими от этого военного конфликта. Поскольку они спонсировали Украину оружием, деньгами, техникой. И, соответственно, у них тоже появился от этого, скажем так, ущерб от действий России. И вот получается такая условная компенсация путем изъятия этих активов российских, которые заблокированы в ряде стран. Вашингтон публично пока не поддерживал арест активов РФ, хотя и распространил дискуссионный документ по этому поводу. В нем объяснялось, что арест замороженных активов может быть законным, как контрмера, побуждающая Россию к миру. Но Европа, где находится большинство активов, опасается последствий для экономики, а также ответа со стороны РФ. Уничтожить искусственный интеллект. The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft, обвиняя их в нарушении авторских прав. В иске утверждается, что обе компании без разрешения использовали статьи издания в процессе обучения чат-ботов. В жалобе газеты, поданной в Федеральный суд Манхэттена, OpenAI и Microsoft обвиняются в попытке нажиться на огромных инвестициях The New York Times в журналистику, используя материалы для предоставления альтернативных средств доставки информации читателям. Газета требует уничтожения чат-ботов, а также обучающих данных, содержащих ее авторские материалы. Кроме того, издание настаивает на компенсации, размер которой не раскрывается. Но по сообщениям речь идет о миллиардах долларов. Закончить утренний выпуск предлагаю на хорошей ноте. Приют для животных Пенсильвании опустел впервые за 47 лет. Управляющий приютом сообщил, что дома нашлись для всех питомцев. Почти 600 собак и кошек обрели своих хозяев. 2 недели назад наши помещения были почти заполнены. Теперь у нас нет вообще собак. Остался только один бездомный кот, который появился совсем недавно. По словам сотрудников, последний раз приют оставался пустым 47 лет назад. За 2023 год работникам удалось не только пристроить почти 600 животных, но и воссоединить 125 потерянных питомцев с их хозяевами. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.